Всем привет, друзья! Вы на канале Реальный Харьков. В этом выпуске поговорим о том, что происходит в Харькове. Расскажу некоторые новости, разного рода информацию и затронем проблемы города. Совсем недавно на канале было опубликовано видео о том, почему в Харькове исчезает зелень. В том видео разбирались, как климатические изменения, засухи и городская застройка превращают Харьков в бетонную жаркую пустыню. Почему трава не растет после дождей, что происходит с деревьями. И вот в сегодняшнем выпуске немного продолжим эту тему. В Харькове и области в связи с изменением климата и заражением деревьев грибками гибнут сосновые насаждения. Об этом в комментарии корреспонденту интернет-издания «Думка» сказала инженер-лесопатолог государственного специализированного лесозащитного предприятия Ирина Редкокаша. Она отвергла предложение горожан о якобы умышленном уничтожении сосновых насаждений в Харкові. Саме з сосновими насадженнями і хвойними загалом стає таке питання, що зараз змінюються наші кліматичні умови, тобто в місті підвищується температура, і ми бачимо це вже протягом декількох років, тобто температура в нас середня вже більше, ніж була, наприклад, 5 років тому, і тому це погано впливає саме на хвойні насадження. Також, коли рослина вже втрачає свій імунітет через те, що вона ушкоджена сонцем, то на неї заселяються і стовбурові шкідники, також можуть підхоплювати ці хвороби, бо загальний імунітет рослини вже знижений. Навпаки, наші працівники намагаються якомога швидше врятувати ці насадження, зробити якісь певні заходи боротьби зі шкідниками, з хворобами, також поливають насадження. Тобто я вважаю, що навмисно тут нічого немає, це лише природа і така вона є. Я розумію, звичайно, потепління буде, але все одно у рослин є певний імунітет і вони адаптуються до певних умов, тому навіть з підвищенням температури все одно рослини, я думаю, в нас все одно будуть жити. Можливо, можна замінити їх якимось більш теплолюбними рослинами. Наприклад, є сосна кримська, яка в теплих умовах дуже добре росте. Можливо, якщо в нас вже є пошкоджені насадження, їх можна замінити більш вже такими стійкими видами. Напомню, что в Харькове на улице Непокоренных, бывшая Героев труда, вблизи супермаркета караван высох, а затем после обстрела сгорел сосновый бор. Среди местных жителей ходили слухи о якобы умышленном уничтожении бора для строительства там жилого комплекса. Однако специалисты подчеркнули, что деревья засохли из-за появления в почве грибков и микроорганизмов, уничтоживших сосны. Еще один тревожный звонок, признаки изменения климата, зафиксировали ученые в Харьковской области. В этом месяце обнаружили полное пересыхание лесных болот очень рано. Еще 10 лет назад вода в них держалась даже в жару. Но после 2020 года ситуация резко ухудшилась. Эти болота – важная часть экосистемы региона. Харьков-Зеленстрой закупит деревья на 3 миллиона 800 тысяч гривен. Коммунальное предприятие планирует приобрести дубы и клены. Поставка 49 деревьев запланирована до 1 сентября 2025 года. А сейчас немного вам харьковских фонтанов.
А в центре Харькова продолжается масштабная реконструкция университетской горки. Из-за оползней, вызванных обстрелами, возникла угроза обвала. Сейчас на объекте выполняют работы по укреплению склона, снятию насыпного грунта, а также строят разгрузочную площадку, чтобы уменьшить нагрузку на склон. Кроме того, в сквере обустроят систему водоотведения, потому что сквер находится в старой части города, которая не имеет ливневой канализации, что также грозило дальнейшими разрушениями. После завершения строительных работ территорию благоустроят. Официальное открытие обновленной реконструированной университетской горки планируется на День города 23 августа. Еще такая информация, касающаяся Харьковского железнодорожного вокзала Харьков-Пассажирский. Укрзалізниця выставила на аукцион нежилые помещения вокзала под супермаркет. В аренду предлагают почти 3600 квадратных метров. Это цокольный этаж и часть первого этажа здания вокзала на Привокзальной площади. Начальная ставка аренды 288 823 гривны в месяц. Будущий арендатор сможет разместить в здании супермаркет по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе подакцизных. Немного про обстановку в городе. Харьков продолжает страдать от российских обстрелов. Почти ежедневно город подвергается налетам БПЛА «Герань-2». Например, 24 июня около 2 ночи российские войска выпустили по городу 7 беспилотников. Один упал, не разорвавшись. Остальные поразили 3 локации, 2 из которых находятся в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском. Пострадали 3 человека. А в ночь на 25 июня российские войска вновь использовали 7 БПЛА для ударов по Харькову. Атаковали предприятие и незаселенный жилой дом в Киевском районе. Возник пожар, пострадал 1 человек. В Харькове снесут 30 домов, и этот процесс уже начат. Об этом заявил мэр Игорь Терехов. Есть дома, которые невозможно отстроить, их легче снести. Сейчас у нас есть 30 домов, которые будут подлежать обязательному сносу. Это и Северная Салтовка, например, Ужви-82, и Пятихатки. Заканчиваем снос дома, отметил мэр. Всего за время войны обстрелами повреждены 8500 домов. Несмотря на войну и близость к фронту, рынок недвижимости в городе сохраняет устойчивость. С 2021 года стоимость однокомнатных квартир в Харькове выросла на 33%, с 650 тысяч до 871 тысячи гривен. В Харьковской области с начала года открыли 2151 производство из-за неуплаченных штрафов от ТЦК. Это 5-е место среди других регионов Украины. Больше всего дел было открыто в Киеве 3835, далее Днепропетровская область 2984, Сумская 2464 и Одесская 2438 дел. А еще по состоянию на июнь 2025 года средняя зарплата в Харькове составляет 22 тысячи гривен. Самые высокие доходы, конечно, у жителей Киева, а самые низкие в городе Сумы. Ну и еще немного прогуляемся по улицам нашего любимого города.